Недавно ООН выпустила поистине меланхолический доклад о том, что никто доклады ООН не читает. Это вроде как забавная новость, вполне себе отражает, как воспринимают ООН сегодня. Как огромную организацию, которая типа занимается всеми вопросами в мире, но в итоге производит лишь доклады и тонет в бюрократии. Доклад этот о бесполезности докладов журналистам представил лично глава департамента по повышению эффективности докладов. Ладно, шучу. Представил лично генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Это была часть его программы UN-80, цель которой как раз разобраться, как сделать ООН более эффективной. Гутерреш сообщил, что за прошедший год организация провела аж 27 тысяч совещаний в 240 органах и в результате выпустила 1100 докладов, что на 20% больше, чем выпускала в 90-м году. Дальше Гутерреш пожаловался, что в ООН все истощены. Оказывается, сотрудники ООН доведены до предела числом бесконечных совещаний. А с докладами в самом деле проблема в том, что они еще и особо никому не нужны. Самые популярные из них скачивают всего 5500 раз, а непопулярные меньше 1000. И естественно, если кто-то доклад скачал, это не значит, что его прочитали целиком или открывали вообще. Более того, значимая часть всей этой кропотливой работы – генерация разномастных докладов, отчетов, планов, концепций и программ – вообще не про политику или дипломатию. В этой области успехи ООН можно на пальцах пересчитать. Передача «Большие гонки», наверное, сделала для дружбы народов больше, чем ООН, которая после 80 лет существования свою главную функцию выполнять перестала. Сегодня об этом и поговорим. Только прежде чем начнем, напомню, в описании есть инструкция с разными способами, как обходить блокировки, чтобы YouTube не тормозил, а WhatsApp звонил. Мы регулярно инструкцию обновляем, а все это дело спонсирует MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, которыми вы можете оплачивать подписки и платить за рубежом, как обычной картой иностранного банка. А теперь к ролику. Организацию Объединенных Наций создали в самом конце Второй мировой в 1945-м. Сам термин «Объединенные Нации» придумали еще в разгар войны. Так президент США Рузвельт и британский премьер Черчилль решили называть всю антигитлеровскую коалицию, то есть западных союзников, Советский Союз с Китаем и еще десятки малых государств, воевавших на их стороне. К моменту победы у всех было четкое понимание, что третьего такого приключения мир не выдержит, а значит, новую мировую войну нужно предотвратить, для чего и создали организацию ООН. Причем ранее уже пытались создать международное сообщество, в котором страны будут цивильно решать все свои конфликты, вместо того, чтобы заводить танки. Так появилась Лига наций, которую придумали после Первой мировой. Но, как мы видим из того факта, что мировые войны пришлось нумеровать, своих целей Лига наций не достигла. У нее просто не было инструментов влияния на агрессивные государства. Экономические санкции работали плохо, а своей армии у организации не было. Более того, в ней даже не состояли Соединенные Штаты, затронутые Первой мировой куда меньше, чем остальные крупные державы. Так что, когда Германия и Япония начали свои первые вторжения, они из организации просто вышли. Действий со стороны Лиги наций не последовало. Поэтому, когда создавали ООН, все проблемы Лиги наций решили обязательно исправить. Базовую структуру ООН сделали следующую. Все страны-члены ООН имеют по одному голосу в Генеральной Ассамблее. Это общее собрание государств, делегаты со всего мира заседают в огромном красивом зале, толкают там речи, принимают резолюции и решения. Вот только какую-то реальную силу имеют лишь резолюции о самой ООН. Принятие новых стран, избрание генерального секретаря, бюджетные вопросики и так далее. Конечно, Генассамблея регулярно принимает резолюцию и о важных дипломатических вопросах. Но веса у них, как у обычного высказывания своего важного мнения. За что спасибо, конечно, но мы таковое и в интернете можем прочитать. Есть другой орган, который принимает уже обязательные для исполнения решения. Это Совет Безопасности ООН. Там 15 членов, из которых 10 избираются на ротационной основе, а 5 постоянные – Россия, США, Британия, Франция и Китай. То есть победители Второй мировой. Они сами и писали устав ООН и, естественно, решили сделать себя равнее всех равных. А еще одним решением фактически снизили эффективность ООН в 10 раз. Союзники решили выдать постоянным членам Совбеза, то есть самим себе, право вето на любые обязательные резолюции. Сразу же после создания ООН началась холодная война, в которой постоянные члены Совбеза оказались по две стороны баррикад.
а после советско-китайского раскола аж по 3 стороны. Поэтому любые резолюции по конфликтам, которые хоть как-то затрагивали СССР или США, ветировались моментально. И даже если голосование завершалось результатом 14-1 с широким мировым консенсусом, в итоге происходило торжественное ничего. Да, после окончания Холодной войны в ООН наступил период взаимодействия, дружбы и жвачки. Но довольно быстро Россия и США снова оказались в контрах, кнопку вето снова стали нажимать в любой непонятной ситуации, а конфликты решаться перестали. Теперь ООН, генеральный секретарь, Генассамблея и Совбез в основном занимаются продолжительным трепежом, основная форма которого – это выражение обеспокоенности. ООН обеспокоена войной в Газе, вторжением в Украину, правами человека в Гонконге, уничтожением лесов Амазонии, режимом Асада в Сирии, режимом ИГИЛ в Сирии, режимом Аль-Джулани в Сирии, курдами в Сирии, ценами на оригинальные лабубу и тем, что брейк-дэнс теперь олимпийский вид спорта. Все эти заявления формально попадают в новости, но на деле уже каждый человек на планете над ними только смеется, от лично вас до Си Цзиньпиня. ООН сохраняет какой-то формальный авторитет, потому что это единственная организация, в которой за редчайшим исключением состоит буквально весь мир. Когда страны подписывают какие-нибудь крупные договоры, они иногда зовут генсекретаря ООН в качестве свидетеля, потому что под голубым флагом все выглядит солиднее. Когда проходят заседания Генассамблеи ООН, лидеры приезжают выступить за мраморной трибуной, потому что весь мир все-таки иногда смотрит. Муаммар Каддафи толкал там речь на 1,5 часа, чтобы переводчики падали от усталости. Биньямин Нетаньяху приносил плакатики с инфографикой о том, что Ирану осталось 0 дней до ядерной бомбы. Говорят, Никита Хрущев на заседании стучал ботинком по трибуне, что неправда, он просто активно размахивал руками. Вот так. Весь мир знает, что самая империалистическая держава – это Соединенные Штаты Америки. ООН – публичный формальный центр дипломатической жизни мира, но только за неимением других и потому что картинка там красивая. Реального решения проблем там не происходит. Вместо этого 100 тысяч сотрудников созывают 10 тысяч совещаний и пишут 1000 докладов, которые сами себе потом и зачитывают. Теперь надо все-таки сказать, что же ООН делает хорошо, а такие вещи действительно есть. Они просто не имеют отношения к дипломатии и миротворчеству, а потому и государства, и обычные люди замечают их гораздо реже, ведь это не так интересно. Может, не интересно, но все-таки важно. ООН, помимо Генассамблеи, Совбеза, миротворцев и пафосных зданий в Нью-Йорке и Женеве, включает в себя еще и много специализированных агентств. Из тех, о которых вы точно слышали, Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и Международный валютный фонд. Эти организации приносят реальную пользу. ВОЗ координировал борьбу с ковидом, ЮНЕСКО защищает культурное наследие, МВФ спасает страны с кассовыми разрывами, хотя там, конечно, не все так гладко. Эти части ООН действительно продуктивны. Однако главная заслуга ООН тут скорее в том, что членство в организациях ООН считается одновременно и престижным, и обязательным. По идее же, эти организации вполне могли бы работать и самостоятельно. В истории ООН были моменты, когда она реально выступала важным игроком и решала конфликты. Начнем с самого крупного и известного – Корейской войны. Это редчайший случай, когда ООН буквально воевала в крупной войне, и произошел он потому, что СССР сам себя лишил права вето временно. На момент вторжения Северной Кореи в Южную советская делегация ООН бойкотировала, потому что место Китая в ООН тогда занимала Китайская республика, то есть Тайвань. Именно эта республика была основателем ООН, а уже после проиграла гражданскую войну с коммунистами и эвакуировалась на остров, сохранив за собой места в ООН и в Совбезе. СССР такое положение дел не нравилось, они обиделись и на заседания не ходили. А тут как раз Ким Ир Сен решил, что ему нужна вся Корея, и ввел войска. США и так помогли бы южнокорейцам, но тут как раз пригодился советский бойкот. Американцы провели резолюцию о помощи Южной Корее через Совбез. И ООН вступила в войну. Конечно, в основном в войсках ООН были американцы, которых само правительство США и направило. Но шли бои под голубым флагом, присоединились другие страны, и оттого выглядела эта битва как борьба демократического мира с нарушившим порядок агрессором. Прекращение огня после этого подписывали тоже со стороны ООН, чье командование в Южной Корее существует до сих пор и контролирует демилитаризованную зону.
Также некий проблеск активности ООН наблюдался после конца Холодной войны. Больше, не сталкиваясь с российским вето, ООН отправляла миротворцев в страны бывшей Югославии, Камбоджу, Сомали и другие страны. Не все эти миссии были успешными. Известны жуткие провалы ООН в Руанде и Боснии, где миротворцы не смогли остановить геноцид. Однако, по крайней мере, было реальное желание использовать ООН по назначению и под ее флагом принуждать страны к миру. Стоит отметить, что и в общественном сознании ООН тоже функционирует как главная организация Земли, которой вроде как положено руководить плюс-минус всем. Отражается это, например, в научной фантастике, где довольно часто по сюжету человечество летит к звездам, а Земля объединяется под единым флагом, и это флаг ООН. В китайских книгах «Задача трех тел» защитой Земли руководит именно ООН. В книгах и сериале «Пространство» ООН стал правительством Земли, противостоящей Марсу. В играх Halo армия человечества — это космическое командование Объединенных Наций, наследник ООН. Словом, ООН действительно единственная существующая сейчас мировая организация, которую возможно хотя бы вообразить как представляющую все человечество. Однако на деле сейчас влияния ООН довольно мало. Но мысли о том, как эту ситуацию поменять и сделать из ООН реальную силу, имеются. Итак, кто же виноват и что делать? Предложений по реформе ООН за десятилетия существования ООН было много. Но никакие толком не продвинулись, потому что сам процесс изменения устава ООН очень сложный. Для одобрения нужны сначала 2/3 голосов в Генассамблее, что еще ничего. Потом снова 2/3 стран-членов должны это ратифицировать дома, в своих собственных парламентах. Ну и, конечно же, на обоих этапах реформы должны одобрить все 5 постоянных членов Совбеза, которым это все, конечно, нафиг не сдалось, потому что кто же в здравом уме откажется от собственной власти? Но, допустим, разразился гром, с небес спустились Уинстон Черчилль, Шарль де Голль и Франклин Рузвельт, и дружно всех убедили таки проголосовать за реформу. Так что же нужно делать? Но можно попробовать, например, починить Совбез. 5 его постоянных членов отобраны по признаку победы во Второй мировой, которая, напомню, закончилась 80 лет назад. С тех пор часть стран свое влияние утратила, а другие, наоборот, стали новыми мировыми державами. Обычно предлагают расширить список постоянных членов Бразилии, Индии, Германии и Японии. Последние 2 страны, как вы помните, Вторую мировую проиграли, и ООН изначально вообще была создана против них. Но в 2025 году Германия фактически лидер Евросоюза, а Япония – 5-я экономика мира. И Совет Безопасности без них выглядит нерепрезентативным. Другая идея реформы Совбеза – отмена права вето. Если это сделать, ООН сможет накладывать санкции на крупные державы или отправлять миротворцев на защиту малых стран. Естественно, вот это, вроде как полезное самое предложение с виду, имеет 0 шансов на одобрение. Постоянные члены Совбеза своим правом вето довольны и никому его отдавать не собираются. А еще Совбез, по идее, можно вообще упразднить. А то, что они там сидят в маленьком клубе и все решают? Но эта мысль не популярна, потому что маленькие клубы все-таки зачастую эффективнее, чем огромные заседания на неисчислимое количество лиц. Насчет Генассамблеи, кстати, тоже есть идейки. Сейчас в Генассамблее заседают делегаты, которых назначают правительства государств. То есть интересы там представлены именно правительств, а не людей. Чтобы создать в ООН реальное представительство, есть идея добавить в Генассамблею еще одну палату – парламентскую. Там должны будут заседать всемирные депутаты, которых избирают либо в национальном парламенте, либо вообще всенародным голосованием на избирательных участках. Но это все идеи о том, как сделать структуру ООН более справедливой и демократичной. Что, конечно, наверное, полезно. Хотелось бы иметь депутата ООН от Екатеринбургского одномандатного округа, которому еще и не пришлось бы целыми днями думать о китайском вето. Но даже самая демократичная ООН все равно ничего не сможет сделать, если у нее не будет ресурсов, денег и армии. Сейчас ООН и так денег не дают. В прошлом году только 152 члена ООН из 193 выплатили туда свою долю бюджета организации. Что в целом понятно, у многих стран на себя денег нет. С армией то же самое. Миротворцы ООН, естественно, поступают из армий других стран. Там в национальном составе нет перевеса в сторону Запада, но, опять же, если солдатам скажут ехать домой, они поедут. Своих солдат у ООН нет, так что генсекретарь не может просто сказать:
О, вон там вон геноцид, десантируемся и всех спасаем. Нет, сначала обеспокоенность, потом обычно все, но может быть консультации, потом обычно все, но может быть резолюцию можно принять, ну или потом все. Ну а уж если и тут не все, то обсуждение, потом ждать, пока страны выделят БТР и мужиков в масках. Ну, в общем, к тому времени уж и геноцид весь пройдет. Когда ООН создавалась, планировалось, что какая-то армия у нее все-таки будет. Прямо в устав ООН записали орган под названием Военно-штабной комитет, который должен был этими войсками руководить. Но в итоге комитет руководителей, конечно, существует, но руководить ему нечем. А пока своей армии нет, ООН не сможет разбираться ни с какими конфликтами, если этого не хотят все державы Совета Безопасности. Попытки дать ООН свой бюджет, свою армию и в целом независимость тоже столкнутся с препятствиями. Препятствия будут в том, что страны просто не захотят отдавать часть своего суверенитета куда-то наверх и участвовать в такой организации. Ведь привлекательность современной ООН как раз во многом еще и в том, что она немощна. Страны знают, что ООН – это просто большой форум для обсуждения. Знают, что перечить решениям организации не особо-то и страшно. Но как только ООН сможет как-то реагировать на негативные действия правительств, то они просто перестанут с ним сотрудничать. На Земле есть один единственный пример крупной, реально влиятельной международной организации со своим бюджетом и реально действующими законами. Это Евросоюз. И его пришлось скрести по сусекам кропотливыми усилиями много десятилетий, создав в итоге огромную бюрократическую машину. Более того, страны Евросоюза в целом идеологически схожи, а те, что не схожи, создают сильные проблемы для организации типа условной Венгрии. С похожими проблемами столкнется и потенциально усиленная ООН. И если из нее выйдут идеологические противники одного из мировых альянсов, смысл в ней потеряется. Поэтому, возможно, ООН действительно предначертана выполнять совсем не ту функцию, которую в нее закладывали создатели. Вместо мировой полиции, защищающей слабых, ООН превратилась в крупнейший в мире благотворительный фонд через множество своих агентств. Эта часть работы у нее получается хорошо, а насмешки вызывает как раз оригинальная функция. Центр мировой дипломатии, выпускающий осуждения и обеспокоенности и пишущий 1000 бесполезных докладов. Выражаем всей нашей редакции по этому поводу глубокую обеспокоенность. До завтра.